Очень сильно разочаровался в государстве, то есть так как нас кинули и снова вкинули. То есть мы вообще все, весь батальон считает, что мы были как пушечное мясо. Просто-напросто нас туда закинули, вот и все. Я Загорский Владимир, вот, 2001 года рождения. Э, В армии нахожусь с 2018 года, то есть как, сначала я ушел в Академию сухопутных войск, вот, хотел стать офицером, то есть, но попал не на тот факультет, на который хотелось бы, то есть на артиллерию я попал, но хотел по специальности пехотной. Вот, поэтому, отучився 3 года, я уволился после этого, то есть уволился, а потом дослужил срочку, попал на гражданку. 3 месяца я там был, вот, и потом, ну, решил дальше продолжить, то есть службу. Подписал контракт с военно-морскими силами Украины, 501 батальон морской пехоты, отдельный батальон морской пехоты 501. Вот. Ну и буквально через 2 месяца, то есть мы отправились, ну, в зону ООС, то есть на проведение операции Объединенных сил. В начале декабря 2021 году мы отправились. Вот, до тех пор, то есть, ну, все было сначала тихо, спокойно, то есть, ну, просто мы находились на Широкино, вот, было тихо, спокойно, все до тех пор, пока не началась якобы, так скажем, масштабная война. Вот. По поводу того, что происходило там, ну, что могу сказать, все хлопцы были морально, ну, то есть, укреплены очень сильно, то есть, все были готовы до последнего, то есть, стоять, все морпехи. Вот. Все надеялись, вообще никто, если честно говоря, не надеялся на войну, что будет именно так все серьезно, то есть потому что никто не хотел, то есть так же самое, как и на той стороне, так и на нашей стороне. Никто не хотел как бы именно больших последствий, потому что все понимали, чем это все закончится. Вот. По поводу продовольствия, подвоза, то есть всего того, что, то есть, ну, было очень туго, потому что так как мы оказались в кольце, очень серьезном кольце, сначала в одном кольце, а потом, то есть, еще второе кольцо. Постоянно кормили нас тем, что к нам идет подмога. В итоге никакая подмога к нам так и не шла вообще. То есть вам говорили, А да, обещали, да, что идет подмога, то есть там одна бригада, вторая, третья, а мы ж еще духом укрепились немножечко, потому что нас оставалось, ну, очень мало, в принципе. Вот, и то есть мы в кольце, мы около 2 месяцев мы находились в кольце. 40 дней в кольце, просто-напросто. То есть без подвоза боекомплекта, без еды, без ничего. В плен мы попали, если я не ошибаюсь, либо 4 числа, либо 3 числа, по-моему, вот. Мы попали, так получилось, что мы стояли на своих все позициях, то есть, ну, понятно, что уже понимали, что дело туго, дело очень туго, кушать нечего, боеприпасов вообще там осталось, у кого 4 магазина осталось на себе, по одной там где-то гранаты, ну, то есть, ну, мелочь вообще, пыль. Артиллерии вообще уже не было, то есть, ну, вот, и что, одно прекрасное утро, это было как раз моя смена, я стоял тогда на позиции, то есть сказали, берем вещи по минимуму, снимаемся с позиции. Ну, в смысле, снимаемся с позиции. Ну, объяснили, куда там спуститься, так и так там сбор. Сбор всех позиций, все позиции, все снимаемся. Мы не поняли, в чем дело, думаем, зеленый коридор, все обрадовались. Вот, вещей взяли по минимуму, то есть, ну, сказали, боеприпасы, все оставляем просто-напросто, вот так просто, ну, то есть, ну, командир приказал, все. Взяли вещей по минимуму, вот, стрелковое оружие, все, что было на себе, вот, в принципе, это и все. Спустились, собрались, а потом чуть на соседнюю улицу выше мы поднялись, вот, до позиции еще одной соседней. И там просто-напросто нам сказали сложить оружие полностью, ну, командиры, начальство, сложить оружие полностью. То есть на тот момент мы еще не понимали, что это будет пленение. Вот. Но мы понимали, что это очень нехороший вариант, то есть зеленый коридор, потому что, ну, нам просто, мы понимали, что там тысячи боевиков, просто тысячи, и постоянно по нам ходила техника, то есть танки, БТРы, БМП, и помимо этого еще нас крыли, нас просто кромсали, просто-напросто сверху, мы просто не знали, куда деваться, куда ты с пулеметом пойдешь против самолета или против артиллерии, куда ты пойдешь, или против танка, БТР, да что угодно. У нас было только стрелковое оружие, все, просто-напросто все. И что? Сложили оружие, то есть, ну, все были многие, то есть, не, ну, то есть, половина не понимала, что происходит, просто в смысле, как это сложить оружие, просто так, ну, то есть, все стояли до последнего, то есть, все были готовы умереть,
Вот, ну что, ну сказали, так сказали. Сложили оружие все полностью до последнего, даже до вот такого ножичка, даже до щипчиков для все оставили, просто подчистую. Все на себе только кто оставил на себе, там бронежилет, каска, все полностью. И потом, когда мы уже продолжили движение, нам объяснили, что это будет плен. Мы сдаемся в плен, то есть это пленение. То есть некоторые люди даже остались там, просто-напросто остались там, то есть, ну, они не понимали просто, чего они делают, то есть, а многие из нас просто действительно понимали то, что это, во-первых, это командирское решение было, то есть, в плен сдаться, а во-вторых, мы понимали, что воевать нам больше не с чем, подвозов у нас нету ничего просто-напросто. То есть и нам просто больше не оставалось ничего делать. То есть командир так решил, и некоторые его поддержали действительно, некоторые были недовольны. Вот, то есть, все там продолжали, то есть, а командир так решил, что спасти головы, то есть, которые остались там. Ну, я сначала, я этого просто не понимал. Вообще, конечно, я был на это настроен агрессивно, очень сильно, как это так, то есть, надо идти дальше, вперед, до последнего, там, до гроба, как говорится, то есть, до последнего. Мы понимали то, что мы не вытянем уже, то есть, там тысячи, а у нас тут несколько сотен, пару сотен, 200 с чем-то человек, вот. То есть и просто было одно кольцо, получается, в котором мы находились, и второе кольцо вот так сужалось, то есть еще второе кольцо, то есть не так, никак, все. В два кольца мы находились. 40 дней. Один батальон, 40 дней в двух кольцах. То есть, все были в шоке просто-напросто. По поводу полка Азова. Полк Азов находился более ближе к заводам, насколько мы это все знаем. То есть, так же, как я сказал, мы военно-морские силы, это отдельное подразделение. Вот, и насколько мы знаем, что поэтому их вроде бы как вертолетами вроде бы оттуда забирали. Подразделение, которое относится к Нацгвардии, к полиции, что-то вроде ближе к этому. Даже никто и не вникал, потому что у них своя политика, у нас своя политика. То есть у нас отдельно, как говорится, свое государство, у них отдельно свое государство. Слышали, что вроде бы как бы машины гражданские расстреливали, то есть те, которые люди там что-то, людей не выпускали, что-то вроде бы. То есть люди хотели выехать, выезжать, а их не выпускали, как бы там и так далее и тому подобное, расстреливали. Я отношусь к этому очень негативно, то есть потому что, во-первых, все, конечно, понимается, но когда ты видишь, кто в машине сидит, то есть, люди выезжали просто-напросто, просто люди текали, люди хотели спастись, то есть, это сильно дико, это сильно жестко, как на мой взгляд. Я бы хотел просто вернуться домой к семье, то есть, с армией я уверен, что, надеюсь, что это будет окончательно все табу, то есть, потому что очень сильно разочаровался в государстве, то есть так как нас кинули и снова вкинули. То есть мы вообще все, весь батальон считает, что мы были как пушечное мясо, просто-напросто нас туда закинули, вот и все. Я очень сильно люблю своих родных, я очень сильно люблю свою девушку Диану, я очень сильно люблю свою маму Наташу, то есть в скором времени, я надеюсь, все это разрулится, вся эта война закончится, потому что уже, как говорится, ни сил, ни нервов. Весь батальон, все мужики очень сильно мечтают, вообще нету как таковой, там продолжать какие-то, потому что все очень сильно измучены, все хотят домой. Я не планирую службу вообще, как бы продолжать. Я хочу просто домой к семье, приступить к нормальной цивилизованной семейной жизни, вот, поэтому у меня нету никаких планов на продолжение. То есть то, что мне надо было, я видел, слышал, чувствовал, и этого достаточно с головой, просто-напросто.